Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем обзоре мы поговорим про беспроводную IP-камеру Reolink E1 Zoom. Для меня это уже шестая модель камеры этого производителя из тех, что я обозрел. Данная модель относится к линейке E1. Это домашние беспроводные камеры с поворотными головками. Всего к этой линейке относятся три камеры. E1 – самая младшая модель. Она имеет разрешение в 3 мегапикселя и, что важно, она не имеет внешних потоков RTSP и OnVIF, что делает невозможным ее интеграцию в Home Assistant. Вторая модель E1 Pro. Я ее уже обозревал, ссылку на обзор вы можете посмотреть в описании под видео. В ней уже есть и OnVIF, и RTSP, то есть она интегрируется в Home Assistant, а также она имеет более высокое разрешение в 4 мегапикселя. И, наконец, старшая модель, про которую мы сегодня поговорим, это E1 Zoom. Она имеет 5 мегапикселей, тройной оптический зум и внешние потоки OnVIF и RTSP. Мы рассмотрим ее основные возможности, интеграцию ее в Home Assistant, а также способы отправки фотографий и видеороликов в Telegram. Модель Reolink E1 Zoom. Разрешение 5 мегапикселей. Объектив с трехкратным оптическим зумом, фокусное расстояние от 2,8 до 8 мм. Поворот головы 355 градусов по горизонтали, 50 градусов по вертикали. Угол обзора 75 градусов. Ночная подсветка до 12 метров. Сеть двухдиапазонный Wi-Fi 2,4-5 ГГц. Двусторонняя аудиосвязь. Запись и тревога по движению, многопользовательский доступ, работа в Google Home. Поставляется камера стандартная для этого производителя, картонной упаковки черного цвета, на фронтальной части логотип производителя, фото и модель камеры. Сзади на 5 языках продублированы основные параметры и возможности, про которые я уже сказал. Перейдем к осмотру содержимого. Кроме камеры внутри нашлась коробка с креплениями, блоком питания и документация. Документация состоит из сертификата соответствия, инструкции, шаблона, по которому нужно сверлить отверстие для установки на потолке, и наклейки о том, что ведется видеонаблюдение. А вот так выглядит все содержимое небольшой белой коробки с аксессуарами, которая приехала вместе с камерой. Нашлась панель для установки на потолок, камера ставится на нее, и пара шурупов с дюбелями. На блок питания устанавливается вилка под евророзетку, защелка надежная, все держится хорошо и не болтается, переходников не нужно. Блок питания выдает 5 вольт, ток до 1 ампера. В принципе, можно поискать кабель с подходящим круглым разъемом и подключать камеру к USB выходу. Камера имеет классическую конструкцию грибок и состоит из двух частей – неподвижной платформы и шарообразной поворотной головы. Для сохранности объектив заклеен транспортировочной пленкой. Благодаря вращающейся голове камера имеет практически полный круговой обзор в 355 градусов. Кроме этого, объектив может опускаться и подниматься в пределах 50 градусов и имеет трехкратный оптический зум. В верхней части находится датчик освещенности, который управляет инфракрасной подсветкой, диоды которой расположены вокруг объектива. Внизу слот для карты памяти microSD, справа от него кнопка сброса, для нажатия на которую нужна скрепка, она есть в комплекте поставки. Разъем питания круглый, тонкий. Но, с учетом того, что напряжение питания 5 вольт, я считаю, что нужно было поставить более стандартный разъем microUSB или USB Type-C. На нижней части находится замок, позволяющий устанавливать камеру на потолок, закрепляя ее на комплектную крепежную панель. Тут же напечатан QR-код, который нужен для подключения камеры. Сравним с моделью E1 Pro, обзор по ссылке в описании. У E1 Zoom объектив имеет явно больший диаметр. Поворотная голова тоже больше, с такого ракурса это видно более явно. Это можно объяснить более сложной конструкцией, обеспечивающей оптический зум. На задней стороне головки перфорация для динамика, у героя обзора и эта часть больше размером. После включения камера проводит калибровку объектива. Если это первый запуск, то камера переходит в режим сопряжения с приложением. В этом обзоре я не буду очень подробно рассказывать про приложение, остановлюсь лишь на базовых моментах. Кому нужно больше подробностей, смотрите обзор про E1 Pro, ссылка в описании. Нажимаем «Добавить новое устройство», сканируем QR-код на камере и выбираем Wi-Fi сеть, оптимально сеть 5 ГГц.
Далее приложение генерирует свой QR-код, который нужно показать с экрана смартфона в камеру. Этот код содержит в себе параметры подключения к Wi-Fi. Он считывается камерой, после чего она перезагружается. Теперь камера подключена к сети и появляется в приложении. Напоминаю, это приложение обеспечивает доступ к камере из любой точки мира, конечно, если ваша сеть Wi-Fi имеет выход в интернет. Плагин стандартный. В верхней части онлайн-видео с камеры, под ней панель инструментов, пауза, запись. Камера поддерживает двустороннюю голосовую связь. В панели PTZ находится управление поворотной головой в виде 4-позиционной кнопки. Слева от нее находится кнопка оптического зума и фокус. Фокус будет применяться очень редко в каких-то уж очень сложных условиях, потому что автоматический фокус отлично справляется со своей задачей. Тут я хочу сравнить PTZ-страницы разных моделей Reolink. Слева E1 Pro. Тут нет зума, зато справа от джойстика есть кнопка «Отметка». Она позволяет сохранять положение головы камеры и быстро вызывать их. А авто – это когда камера начинает постоянно вращать головой. В центре E1 Zoom, у нее этих функций нет, есть только увеличение и фокус. И справа Reolink C2 Pro, модели старой, снятой с производства линейки, но при этом у нее есть и оптическое увеличение, и сохранение отметок. Камера поддерживает карты памяти до 64 ГБ, на которые войдет порядка 145 часов видео. Я установил на 32 ГБ. После установки и форматирования карты станет доступна функция записи. Запись будет осуществляться при обнаружении движения в кадре. А при включении опции расширения записи видео начнется не с момента движения, а раньше, на выбранный интервал. Записи с карты памяти могут быть синхронизированы на FTP сервер. В приложении есть раздел облака, в котором доступен пока один раздел «Умный дом». Из имеющихся у меня 5 моделей Reolink эту функцию поддерживают только модели линейки E1. После добавления камер в умный дом аккаунт Reolink можно подключить в Google Home, и камеры с поддержкой умного дома появятся и тут. Изображение на них можно будет вывести на совместимые с Google Home дисплеи. Поток с камеры можно выводить и на весь экран в горизонтальной ориентации. Вот так выглядит обзор на минимальном фокусном расстоянии. А это в этой же самой точке на максимальном. Зум оптический, поэтому качество картинки тут не меняется. Также можно выводить видео со всех подключенных камер в мультиэкранном режиме. Кто хочет узнать больше подробностей про возможности приложения, можете посмотреть в обзоре Reolink E1 Pro, ссылка в описании. Для управления камерой есть и приложение для стационарного ПК на Windows. Эта программа работает только по локальной сети, доступ через облако только со смартфона. Аналогично доступен и веб-интерфейс камеры. Из эксклюзивного, того чего нет в приложении, тут можно прописать статический IP-адрес для камеры, не задействуя ресурсов роутера. Это будет нужно для того, чтобы интегрировать камеру в альтернативные системы управления, например Home Assistant, которые привязаны к IP-адресу. Тут же можно посмотреть информацию о портах внешних интерфейсов. В частности, получить NVIF видеопоток можно с 8000 порта, а RTSP доступен на стандартном 554. В разделе «Воспроизведение» можно просмотреть и сохранить локально с камеры нужные видеофрагменты, которые, напомню, записываются по движению. И перед тем, как перейти к интеграции в Home Assistant и отправке фото и видео в Telegram, покажу несколько примеров записей с камеры. Запись видео при ярком искусственном освещении.
Наиболее быстрый и удобный способ интеграции в Home Assistant через стандартное меню интеграции, в котором нужно выбрать OnVIF. Указываем свое название для камеры, ее IP-адрес, предварительно прописанный статический. Стандартный порт меняем на 8000. Потом вписываем имя пользователя админ и пароль, который мы установили при подключении камеры. После этого немного ждем, пока произойдет подключение. Камера добавила систему с двумя сущностями, это основной и превью поток. Причем превью поток по умолчанию скрыт, при желании его можно включить. В Lovelace поток можно пробросить через карту Picture Entity. В ней указываем имя нужного потока, указываем живой режим просмотра, остальные опции отключаем. Получаем картинку с живым просмотром с камеры. Если на ней кликнуть, то открывается окно с видео в высоком разрешении и со звуком. Для съемки фотографий с камеры применяется сервис Camera Snapshot, пример скрипта для съемки. После вызова сервиса необходимо указать имя сущности, в примере это основной видеопоток, а также место для хранения файлов. Традиционно для этого применяется каталог www, в котором указываем папку для снимков, например так. Указываем название фотографии, разрешение JPEG. Сохраняем и перезагружаем скрипты. Для удобства я вывел его в Lovelace тоже. Запускаем. После отработки скрипта в указанной папке, кстати, если у вас ее нет, она создается, появляется картинка с камеры. Запись видео с камеры осуществляется примерно аналогично. Для этого применяется другой сервис Camera Record. Кроме указания имени камеры и пути сохранения, добавляем параметр длительности в секундах. Перезагружаем скрипт и выводим его в Lovelace. Проверяем. В результате его работы у нас в папке появляется видеофайл, звук пишется тоже. Снимать фото и видео мы уже научились, теперь давайте разберемся, как их отправлять в Telegram. Про интеграцию Telegram в Home Assistant я рассказывал в уроке 11.1, ссылка в описании. К показанному в уроке хочу добавить, что при отправке в Telegram можно использовать и группы. Нам понадобится ее ID. Процесс получения почти аналогичен ID пользователя. Нужно добавить в нужную группу ID бота и при помощи команды getGroupID получить ее ID, которая начинается со знаком минус. Чтобы бот Home Assistant мог слать сообщения в группу, его нужно туда добавить.
Теперь продолжим с учетом того, что Telegram у нас уже подключен, уведомления настроены. Первая часть скрипта — то же самое, съемка и сохранение фото, мы уже это рассмотрели. После этого нужно сделать паузу секунд на 5-10, чтобы фото успело сохраниться на диске. Далее используем один из стандартных сервисов Telegram Bot Send Photo. В его параметрах перечисляем ID пользователя или группы, куда надо отправлять фото, и после этого указываем, какой конкретно файл отправлять. Проверяем. Отправка видео практически аналогична. Та же первая часть скрипта, которая снимает и сохраняет видеофрагмент указанной длины. Дальше используется еще один стандартный сервис Telegram Bot Send Video. Указываем, куда слать и путь к файлу. Сохраняем, перезагружаем, проверяем. Рассмотренные в обзоре скрипты удобно использовать в автоматизациях, где триггерами будут служить различные события, например, открытие входной двери или сработка аварийного датчика и так далее. Можно сделать специальную команду, которую можно отправлять в Telegram, и по ее выполнению Telegram Bot будет слать видео или фотографию с указанной камеры. Кстати, пример такой автоматизации, как и все скрипты, показанные в обзоре, я указал в текстовом файле, ссылку на который вы найдете в описании под этим видео. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также информация о купонах и акциях на товары умного дома доступны в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!